Это старинный испанский город Сантьяго-де-Компостела. Его жители и гости пока что не подозревают, что именно отсюда 400 отчаянных велосипедистов готовятся начать свой путь через всю Европу на восток, к берегам далекого Черного моря. Меня зовут Алексей, и я в числе этих отчаянных. Тут у нас проверка велосипедов, но сначала нам туда регистрация. Каждому участнику выдается трекер для отслеживания перемещений и кепка со стартовым номером. Вот моя. Получили трекер. Идем чекать велосипед. Надеюсь, все будет в порядке. Тут специально обученные волонтеры проверяют наличие передних и задних фонарей, исправность тормозов, светоотражающий жилет и, что самое важное, наличие звоночка. Велосипед прочекан, предстартовый инструктаж через 3 часа, и есть время отлежаться в тени платанов. Мандраж вокруг постепенно нарастает. Вокруг меня куча сильных, подготовленных и супермотивированных спортсменов, не побоюсь этого слова. Каждый со своими мыслями, со своими планами, со своими страхами и озабоченностями. Коллективный нерв напряжен до звона. Прямо сейчас на вот этой вот площадке где-то больше, чем $1 миллион лежит, валяется в самом неприглядном виде. 400 велосипедов. Я думаю, что в среднем за 2000 евро стоимость. Тут нас всех собрали в большом душном зале, и глава оргкомитета Эндрю Филлипс напомнил нам, что, конечно же, нас очень всех хотят видеть живыми на финише, и для этого нам нужно пользоваться фонарями, тормозами там, где нужно, ну и пожелал ни гвоздя, ни жезла. После этого на выходе каждый участник получил, наверное, главный атрибут этой гонки – бреветную карточку. В ней были отмечены 5 контрольных пунктов в Испании, во Франции, 2 в Италии, 1 в Албании и финиш в Румынии. Каждый участник строит свой маршрут сам. Приблизительная дистанция более 4500 километров, а лимит времени 18 дней. До старта уже меньше часа. Гонщики подтягиваются к главной площади города, на которую выходит потрясающий фасад кафедрального собора, и в вечерних лучах солнца площадь постепенно заполняется плотной толпой велосипедистов. Так, наконец, где-то там впереди дали сигнал к старту. Короче, все, понеслась. И да, гонка с запада на восток, но ирония в том, что сначала надо проехать стартовый участок к мысу Фистерра, на запад. Это 130 километров. Пока еще было светло, я ехал не сильно экономя силы, можно сказать почти что на пределе, и удивлялся, что все вокруг едут вообще ни разу не медленнее меня и даже в горку. В горку я обычно от всех уезжаю, но только не тут. Где-то через 50 км с очередного холма мы впервые увидели море. Даже не море, а океан. От счастья кто-то даже заулюлюкал. При выезде на побережье совсем стемнело, и снимать было особо нечего. Запомнилось только то, что в приморских деревнях нестерпимо пахло морем. Доехав до маяка на мысе Фистерра, все разворачивались и устремлялись на восток, каждый уже своим путем, в сторону первого КП в горном массиве Пикус де Европа. До него еще примерно 500 км и 1,5 дня пути. Как и большинство, в первую ночь после старта спать я не планировал. Погодка подпортилась, было темно, туманно и влажно, хотя и относительно тепло. Еще очень холмисто. Кажется, это в целом характерно для Испании. Рассвело утром около 7 часов. Обнаружил себя в сельской местности посреди кукурузных полей, сонных деревушек и эвкалиптовых перелесков. Ночные припасы в виде пары булочек, конфет и кока-колы давно закончились, и надо было срочно организовывать себе завтрак. Однако в просыпающейся провинции посреди нигде это было не очень легко. Слава богу, скоро по пути попался небольшой городок, и по кучке припаркованных велосипедов с характерными сумками я понял, что рядом есть место с едой. И, о да, это была булочная кондитерская, где я поназаказывал себе сырных сдоб, эклеров и запил это все божественнейшим кофе. В общем, позавтракал и стало гораздо веселее. Можно даже сказать, что я наслаждался дорогой. Было не жарко и в меру живописно. Однако, чем дальше я ехал, тем больше осознавал, что с планированием маршрута я перемудрил. Много где я не был оригинален и ехал как все. Но в определенных локациях я решил максимально спрямить маршрут, и хотя я и опирался на данные по набору высоты и Google панорамам, зачастую построенный дома на диване трек уводил меня с широкого, пусть и не очень прямого шоссе, на второстепенную дорогу с асфальтом на тройку. В этом месте вы видите, что бывает, если рулить одной рукой во второй телефон и внезапно выехать на щебенку.
Да, в паре мест я неожиданно выезжал на грунтовке, и был даже вот такой прекрасный мостик через какой-то ручей. Да, расстояния большие, у каждого свой маршрут, но социальную составляющую мероприятия никто не отменял. Так или иначе, но с десяток коллег я в течение дня обязательно встречал. Это, например, прекрасная Элисон из Канады. С ней я познакомился буквально пару минут назад, а в этот момент она уже уезжает от меня, активно вкручивая в пригорок. К середине дня я уже приближался к побережью Бискайского залива, и оставалось преодолеть последние серпантины. Вокруг зелень и ветрогенераторы. Красота. Наконец, море. Второй раз за неполные сутки, но уже другое. Бесконечные деревушки вдоль берега. Здесь автодорога превратилась в мост через вдающийся в сушу залив, а велодорожка сузилась до метра в ширину. Слева от меня через сетку-рабицу гудели автомобили, а справа относительно невысокий парапет отделял меня от падения в воду с высоты в 40-50 метров. Боковой ветер с моря настойчиво хотел отправить меня в полет. Но зато красиво. Быстрый перекус в спасительном Бургер Кинге, бронирование гостиницы через букинг, и я уже еду спать. 7 вечера только, но кровать и душ – это две вещи, кроме которых я ни о чем думать уже не могу. Итого, за примерно сутки я настрадал около 420 километров, стартовый паркур 130 и 288 от мыса Фистерра до гостиницы на берегу Бискайского залива. Все, я спать. До завтра.